Всем привет! Сегодня у нас вышло два коротких расклада, и какой этот получится, я не знаю. И прежде чем начать, хочу сказать одну вещь. Расклады смотреть по сигнификации, потому что на первом сегодня раскладе был комментарий, а как выбирать свой вариант, если на заставке 4 карты, а в раскладе 3 варианта. Не по заставкам выбирают. На максимум, ой, говорю на максимум. Максимум по камешкам, если сигнификации нет, или интуиция. И, конечно же, прежде чем начать, приглашаю всех в проживание арканов и оставить мне комментарий тех, точнее, те напишите мне, почему. Вот я знаю, что многие хотят пойти в проживание, но есть но. Вот какое оно но? Чего именно вы боитесь? А я вам комментариях отвечу на ваши там вопросы, на ваши страхи и так далее. Страшненько, да, самое ужасное это шут, потому что все практически, наша инфантильность, наше вот это деланье назло, это все прорабатывается в шуте. И шут, он, по моему мнению, самый сложный аркан. Еще ленивым жопкам сложно в маге и в императоре. Это очень сложно. Но зато оно того стоит. Вы кардинально меняете свою жизнь. То есть это проживание арканов это не для жертв. Это для тех, кто хочет менять свою жизнь. Кто сидит в жертве, кому вот удобненько страдать и так далее, они никогда не придут. Поэтому приходите те, кто хочет свою жизнь поменять. И еще много молчунов есть, которые заходят в проживание и стесняются мне в личку написать или в магический чат написать, если что-то не так. Обязательно пишите. Мне хотя бы в личку. Стесняетесь девочек, пишите мне в личку. И обязательно в каждом чате читайте закрепленные комментарии. Если не знаете, что такое, тоже спросите. Не стесняйтесь. Каждый отчет сейчас с обратной связью. То есть разбирается абсолютно все, полностью, прям до косточек. Но только если вы хотите, чтобы к вам в проживание арканов влезали. Обязательно приходите, еще пока никто не пожалел. Есть такие, которые сбегают из шута, ну, потому что все не так легко, как кажется, да, потому что все-таки надо что-то делать, свою жизнь менять, попку свою красивую поднять, как говорится, с дивана. И да, кстати, вспомнил, многие ждут отпуска, там выходных и так далее, чтобы начать. Наоборот, начинать проживание нужно интегрировать арканы в свою повседневную жизнь. Наоборот, не нужно отпуска ждать. Наоборот, вот тогда жизнь идет вот своим чередом, вот тогда нужно заходить. Ссылки в описании к видео, в закрепленном комментарии. И еще раз повторяюсь, если какие-то вопросы, не стесняйтесь мне писать в личку. Даже если вы написали ночью, я, ну, например, сплю, я отвечу утром. Не стесняйтесь, ни в коем случае. Одинокой в любом случае вы не будете. Так, по проживанию арканов. Пойдемте со мной в проживание. Я до сих пор в шуте. Все никак с ним помириться не могу. Поэтому, если думаете, что вы одна будете идти и так далее, нет, это не так. Каждый день люди приходят, многие приходят просто ради магического чата или просто чтобы меня поддержать. Но пользуйтесь то, что вам доступно, обязательно. Что-то не получается, напишите мне. Итак, вроде все сказал, ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. Давайте начнем наш расклад.
Единички. Единички. Сразу скажу, чтобы не было такого, что я хочу посмотреть расклад, потому что мне скучно. Нет. Расклады делаются для тех, у кого проблемы есть. Понимаете? Чтобы рассмотреть эту проблему под разными, так скажем, углами, да, там, решение найти, где-то подсказку, где-то инсайт. Поэтому первый вопрос для сигнификации — это что в твоей жизни плохо, что тебе нужен совет от ангелов. Ну а с тобой по картам все ясно. Ты сейчас в полной э, м, проблеме. Ты потому что сама себя обманула. Ты застряла вот в тумане отношений, где ничего не видишь. Ты как слепая. Натыкаешься на одни и те же грабли. Веришь там в мужика, который тебя дурит, в подругу, которая тебя врет. И вроде кажется, что выбор есть, но ты его не делаешь. Ты просто ждешь, пока все само собой решится, все само собой рассосется, а это ж так не работает. Ты в жертву играешь, которая якобы не понимает, что происходит, но это ложь. Все ты понимаешь, но ты боишься признать, что ты влюбилась в иллюзию, в человека, который тебя не ценит. Строишь ты из себя, конечно, мудрую, а на самом деле твои отношения — это гнилое болото, где ты тонешь с каждым днем. А что ты думала, тут тебя по головке погладят? Нет. За сказками в какое-нибудь другое место, в сказочную страну. А знаешь все почему? Потому что ты не хочешь посмотреть правде в глаза. Тебе же удобнее жить вот в этом тумане, где все непонятно. Ты сама создаешь этот бардак, чтобы не брать ответственность за собственную жизнь. И вот ангелы тебе, они прямо кричат, что хватит себе врать. Послание от ангелов, что тебе нужно услышать прямо сейчас? Ну, они тебе не песни поют. Они бьют в набат. Ты закопала себя в своей вот этой уютной жизни. Ты думаешь, что все стабильно, крыша над головой, там деньги есть, люди привычные вокруг. Но это твоя тюрьма. Ты как бабушка, которая сидит в своем домике с садом и боится за ворота выйти, потому что а вдруг что-то случится. И вот твоя стабильность — это труп. Он уже разлагается, но ты его нюхать не хочешь. Десятка мечей — это не просто конец, это полный... поняла, да, что я хочу сказать? Ты до последнего цепляешься за то, что уже умерло. Работа, которая тебя не кормит уже. Отношения, в которых тебя, как сказать, не уважают, тебя там убивают. А у тебя что? Привычка жить в ожидании чуда. Ты думаешь, что вот если будешь тихонечко хотеть и ничего не менять, то все само собой наладится. Но еще раз повторюсь, это так не работает. Твой мир, он рухнет прямо сейчас, если ты не срежешь гниль. Тут послание не про надежду, это ультиматум. Ты либо вытаскиваешь себя из этого болота, либо оно тебя засосет навсегда. Как тебе быть, зная все это? Ну, знаешь, ты должна голову из песка вытащить и начать действовать. Перестань быть хрупкой принцесской. Ты королева, которая жизнью своей управляет. Хватит ныть, что все сложно. Ты прекрасно знаешь, что делать. Надо устроить тотальную зачистку. Твои отношения — это мусор, выкидывай их. Твоя работа, если это рабство, уходи. Подруги тебе врут в глаза, режь правду в глаза. Ты думаешь, там можно аккуратно, без конфликтов. Нет. Паш мечей — это не про мягкие перчатки белые.
Это про холодный ум и язык острый. Ты должна прямо вот сейчас назвать вещи своими именами. Ты не ребенок, тебе нянька не нужна. Возьми там финансовую отчетность, проверь все долги, открой глаза на то, что реально ты тратишь на ерунду. Встань утром и начни строить план, а не жаловаться, как жизнь меня бьет. Ты можешь выжить только если будешь жесткой, как гвоздь, иначе ты просто проиграешь. Жизнь — это игра, и ты ее проиграешь. И это не выбор, это твоя единственная дорога. Я надеюсь, что ты меня услышала. Да, немного жестко, но Паш Мечей говорит, что с тобой по-другому нельзя. Обязательно приди в проживание арканов. Ты это все проработаешь, возьмешь ответственность за свою жизнь. Как говорится, было бы желание, правда? Давайте перейдем к второму варианту. Двоечки, двоечки. Сразу говорю, по головке не поглажу. Потому что, тут дьявол с повешен. То есть ты застряла в плохой привычке. Запой. Запой или вот вещества какие-то запрещенные. Давайте по порядку. Что в твоей жизни плохо, что тебе совет от ангелов нужен? Ну, вот, ну тут даже, вы знаете, я слова подбираю, а я сказал уже все. Себя загнала в ловушку. Ты как будто к столбу привязана и сама веревки крутишь, чтобы не сбежать. Алкоголь, вечные отмазки «я не алкоголик», а потом эти же слезы утром со стаканом воды. Ты не просто в запой, ты в жопе. Тело отекает, да? Твои друзья-подруги отворачиваются. Ты с утра трясешься, а потом опять в себя заливаешь это. И тут не просто плохое время, это твой новый ад. Ты повисла в дьяволе. И дьявол тебя не отпустит, пока ты сама не поймешь, что ты уже не человек, а ты раб бутылки. Я не говорю, что у тебя прям там сопли текут, лежишь. Нет. Ежедневный пивасика, да? Ежедневное пиво — это уже алкоголизм. И ты жрешь эту ложь про вот эту «я могу остановиться, просто мне скучно, поэтому я пиво сегодня попью». Но ты прекрасно уже понимаешь, что это уже не твое решение. Ты как в тумане. Все, о чем ты думаешь, это вот когда выпить, как выпить, серая погода надо выпить, в выходные надо выпить. Это путь к смерти, и ты об этом знаешь. Но ты все равно не можешь остановиться. И поэтому сейчас в этом раскладе, что давай уже, пока ты не легла под забор. Это не обязательно алкоголизм, это все запрещенное, вредные привычки, дьявол. Послание ангелов, что тебе нужно услышать прямо сейчас? Тебе говорят, хватит терпеть. Ты сейчас в попе, но ты должна выхватить последнюю палку и сражаться. За себя и за свою жизнь, не с кем-то там. Сейчас или никогда. Тебе надо скинуть все, собрать волю в кулак, отряхнуться, как говорится, встать с дивана, да, прямо сегодня. Твоя квартира — это уже твой личный бункер, где ты сама себя топишь. Ты должна вырваться, даже если ноги подкашиваются.
Шестерка мечей — это не просто переезд, это тебе надо идти вот в эту реабилитацию. Понимаешь? Это не обязательно алкоголизм, это могут быть токсичные отношения. Это твоя вредная привычка, которая тебя убивает. Возьми сумку и вали. В реабилитацию, неважно. Но тут вредная привычка. Потому что ты сама себе не даешь шанса. Ты сидишь и ждешь, думаешь, там все пройдет, я всегда остановлюсь, там это все, но это не пройдет, и ты не остановишься. Чем дольше ты тянешь, тем больше шанс, что тебя не откачают. Ангелы, они тебе не кричат там «следи за питанием», «кушай вкусно» и так далее. Они говорят, что тебя выкинут отовсюду, если ты, как говорится, не сядешь и в клинику не поедешь. А выбор простой. Или ты сейчас бьешь тревогу, или ты в гробу, вот выбирай, пожалуйста. Тут все жестко. Как тебе быть, зная это? Как снайпер действовать? Вот восьмерка жезлов — это не вот когда-нибудь, да, а именно завтра утром. Ты не можешь себе позволить ждать. 5 минут ты уже звонишь, бронируешь там место в клинике. Все остальное отложи. Время на исходе. Понимаешь? Ты уже не просто проигрываешь, ты все теряешь. Подруг, друзей, здоровье, все. Пятерка мечей — это твой полный крах. Ты сейчас не можешь думать там, я попробую бросить. Нет, ты должна все сдать, что тебя тянет назад. Алкоголь спрятанный, номера подруг по бутылке, свои отмазки, все выкидываешь. Берешь телефон, забиваешь там поиск, центр лечения зависимостей. Ты не плачешь, ты не говоришь там подожду до завтра, потому что завтра ты уже можешь не проснуться. Понимаешь? Тебе уже тут нечего терять, кроме жизни. Ты не можешь уже чуть-чуть подождать, твое тело уже отказывается. Ты сейчас не выбираешь между там скушать тортик ночью или нет. Нет, у тебя выбор жить или умереть. И ангелы тебе это ясно сказали. Если ты не швырнешь все вот это в окно сегодня, то ты конец. Поэтому все свои вот эти зависимости берешь и выкидываешь. И за голову берись. А тут по-другому никак не скажешь. Я, как мог, мягко сказал. Тут что показывает, что, как говорится, дед, едь к ней, возьми ее за шкирку и в клинику. А по-другому тут никак не скажешь. Давайте перейдем к третьему варианту. Ну что, троечки, подруги предали. Ну, тут даже трактовать опять же не нужно. Что в твоей жизни плохо, что тебе нужен совет от ангелов. Предали подруги. Ты на себя забила об этом все. Ты думала, там твои подруги с тобой вечно будут, там, как в прошлом году, когда ты вместе с ними там на проект вкалывала. Но теперь все исчезли. Все сорвалось, сотрудничество сорвалось, дружба сорвалась. Тебе кажется, что ты одна сейчас в этом болоте. На самом деле ты сама в эту попу полезла. Ты уперлась лбом в стену и не видишь, что старые отношения дружеские, они как собака, как говорится, под забором. Надо в помойку выкинуть. А ты цепляешься за вот эти трухлявые доски. Твои подруги, они не просто так разбежались. Они свалили от твоего нытья, от твоего упертого нежелания что-то менять.
Ты годами на месте топталась, боялась шаг сделать, а теперь тебе кажется, что ты осталась одна. А это ни хера не так. Ты сама наглухо закрыла дверь, когда, как говорится, в доме пожар. Послание от ангелов, что тебе нужно услышать прямо сейчас. Хватит реветь, хватит в подушку реветь. Ангелы орут тебе прямо в ухо, что ты не просто женщина с эмоциями, а настоящая королева чувств. Тебе нужно снять корону с жопы, извини меня за выражение, и на голову надеть. Ты же умеешь любить, как вот никто другой, но вместо этого ты забила на свое сердце, как будто оно тебе не нужно. У тебя корона на жопе. Сними с жопы, одень на голову. Ты можешь вот прямо сейчас выйти на улицу, встретить человека, который тебе в душу влезет, но ты сидишь и смотришь в телевизор. Ну или там в монитор, в экран телефон. Как будто там ответы есть. Твоя сила — это твое умение чувствовать, а не ныть. Открой эту душу нараспашку, перестань бояться, что тебя опять обидят. Ты и новую любовь можешь получить, и дружбу новую, и просто кайфовое состояние, но только если ты перестанешь держать сердце вот в этом железном сейфе. И больше никак. Как тебе быть, зная это? Ну, хватит сидеть на попе ровно. Вот знаешь, есть же вот такое понятие «горячие молодые». Вот ты как раз такая. Только с твоей энергией надо что-то делать. Не засоряй голову мыслями, а просто встань и иди. Начни с мелочей. Позвони старой подруге, с которой ты разругалась. Но знаешь, что она тебя еще не разлюбила. На курсы сходи, где люди будут тебя видеть, а не просто слушать. Займись тем, что ты давно хотела, но боялась. Ты свои победы получишь, но не сразу. Сначала тебя, может, там засмеют, не поймут, но ты выйдешь в финал с разбитым, как говорится, носом, но зато с цветами в руках и гордая до усё. Твой главный козырь на данный момент — это твое упорство. А ты им не пользуешься. Ну, никак не пользуешься. Вон, возьми проживание арканов. Сколько ты хотела, не пришла. Я завтра, я с 1 числа и так далее. У тебя упорства нет. Возьми упорство свое. И не сдайся на первой же кочке в шуте. Все в твоих руках. Было бы желание, правда? Вот и все. Вот и все.